Привет, друзья! Вы на канале Pop Music, меня зовут Владимир Исаев, и сегодня у нас на обзоре новинка от компании Boss. Это лупер RC500. RC500 — это флагманский из трех новых представленных луперов от компании Boss: RC5, RC10 и RC500, соответственно. Самое главное, что появилось в этих луперах, это 32-битная точность сэмплирования, соответственно, звук идеально чистый, как бы много партий вы ни записали, они все будут не сливаться, они все будут отдельно четко звучать. Собственно, со звуком конкурентов пока что у RC500, RC5 и RC10 нету. Это самый кристально чистый лупер из всех, которые можно сейчас приобрести в своем сегменте. Наверное, там 1100 можно и найти, но бюджетно точно без конкуренции. Чем RC500 отличается от своих младших собратьев? Конечно, это форм-фактор, но трехпедальный, уже привычный нам по 500 серии формат. Здесь, в отличие от RC5 и RC10, два трека. Соответственно, можно записывать сначала на одну дорожку одни какие-то партии, на другую дорожку потом другие, и отключать их по очереди или одновременно. Очень удобно в формате живого выступления, когда вы можете включать и выключать, не знаю, например, записанные бэк-вокалы или записанные дополнительные гитары. Или делать куплет, припев. В общем, много разных вариантов, которые вы можете сами придумать на ваш вкус. Но давайте еще посмотрим, что здесь есть внутри в менюшечках и как все это крутить. Управление лупером крайне простое. 3 кнопки: Play, Rec и Overdub. Соответственно, сюда жмем, чтобы записать, сюда жмем, чтобы прекратить запись, сюда жмем, чтобы перезаписать поверх. Стоп, чтобы остановить весь луп, и выбор трека. Соответственно, один раз жмем, меняется либо первый трек, либо второй, удерживаем, и у нас выбраны оба трека, чтобы остановить весь луп целиком. Вроде все просто. Соответственно, что еще есть? Есть экранчик, тоже новинка в этой серии луперов. Как сказано на сайте Boss, он разноцветный, то есть цветной экран. По факту он синий, красный, зеленый или желтый. Вот такой у них юмор. В общем, цвета действительно меняются, но не одновременно. Индикация довольно простая. Когда идет красный цвет, лупер записывает. Когда идет желтый, он перезаписывает, записывает поверх. И когда идет просто зеленый, воспроизводится готовый луп. Все довольно просто. Очень удобно, что эту же форму индикации повторяют и все маленькие лампочки. Например, под первым треком, под вторым треком, под Rec, Play и так далее. Очень много разных тут классных фишек, которые мне действительно понравились. Например, пока вы записываете второй трек, вы можете поставить на паузу первый трек. Соответственно, тут много такая вариативность управления, она действительно присутствует. И я не знаю, в какой ситуации это может пригодиться, но то, что они сделали такую возможность, это классно. Кроме того, здесь есть барабаны. Это не лупер, сконцентрированный именно на добавлении барабанов в вашу дорожку, однако барабаны точно вам помогут в игре дома, например, да, чтобы не париться, там ничего не настукивать, а просто взяли, записали. Барабанов много, для того, чтобы их послушать, нужно всего лишь нажать несколько раз на кнопочку «On», несколько раз. Сейчас, когда она мигает зелененьким, это значит, что она готова
к участию в записи лупа вместе с вами. А чтобы их просто послушать, жмем еще раз, и они заиграют. Их можно выбрать разные. Удержанием кнопочки On-Off мы попадем в менюшку барабанов. Как и в RC10 и в RC5, здесь можно отрегулировать громкость этого самого барабана, добавить им ревер или убрать ревер, который уже накручен, поменять разные паттерны, поменять установки, поменять там разные вариации. Вот это все. Конечно, более интересно это все продумано в RC10, но RC10 как раз и позиционируется как лупер с использованием барабанов. Там и рисунки можно добавлять, много чего. Посмотрите, у нас есть уже обзор на канале. Тут можно поменять там типа 4 четверти, размер, то есть 4 четверти, 3 четверти, вот это все, в зависимости от того, что вам нужно. Поменять, как он начинает, вы можете начать записывать, он сразу же с вами вступит, а можно кликнуть, и он вам посчитает, отсчитает вам начало, что тоже, кстати, довольно удобно. Есть менюшки с настройками там точечными, как работают, какая кнопка что меняет. Естественно, можно переназначить функции кнопочек. Очень важный момент. Мне показалось, что лупер выиграет, если вы купите дополнительно еще AB Switch, чтобы, например, добавлять эффекты на дорожке, которые здесь есть. Это там реверс, замедление, ну такие классические луперные эффекты. Кроме того, ну, там, чтобы стереть, нужно, например, здесь удерживать кнопку стоп, а можно это вывести на отдельный фут-свитч, на внешнем фут-свитче, на AB-свитч, и, соответственно, это будет гораздо удобнее в лайв. Ну и сами найдете какие-то себе дополнительные функции. Самое главное, это сделать можно. Если бы нельзя было дополнительные свитчи подключить, было бы хуже. А так можно или выкрутиться с теми, что есть, или что-то там дополнительно, соответственно, дополнительно себе настроить. Есть 99 слотов для того, чтобы записать свои готовые лупы, или для того, чтобы через файл-менеджер на компьютере закинуть сюда ваши плейбеки. Например, это подойдет вам, если вам нужны какие-то готовые минусовки, чтобы играть на улице или и так далее. Или там на экзаменах. Сами придумайте, как это использовать, если вам это интересно. Соответственно, классно, что можно 99 разных заранее записать сюда WAV-файлов. Кроме того, в этом лупере, так же, как и в RC5, можно записать целых 13 часов аудио. Это настолько много, это даже не смешно, насколько много. На первых луперах было что-то секунд 16. Кстати, первый лупер тоже выпустила компания Boss, и это их такая, типа, юбилейная модель, чуть ли не к 20-летию педальных луперов. Маленький, но полезный факт. Здесь все сделано, чтобы на лету крутить настройки. Ручки громкости для правого-левого лупа, для правого-левого канала, то есть для первого-второго трека, доступны сверху. Их можно регулировать ногой. Очень удобно в лайве, чтобы не наклоняться. Лупер — это все-таки такая немножко стрессовая тема для музыканта, пока записываешь, там может что-то пойти не так, а здесь можно сразу отрегулировать громкость сверху, это очень удобно. Кроме того, можно подключить сюда не только гитару, сюда можно подключить и клавиши, можно подключить и микрофон. Здесь есть даже гнездо для XLR с, между прочим, фантомным питанием. Это очень важно, если у вас конденсаторный микрофон. Выходы здесь же на 2 джеках, что, в принципе, я думаю, достаточно для многих. Питание через внешний адаптер, но есть возможность запитать его через 4 пальчиковые батарейки, что тоже, по-моему, круто на улице поиграть. Не уверен, что это получится у вас слишком долго, потому что луперы все-таки жрут достаточно батарейки, но 4 пальчиковых батареек насколько-то должно хватить. По-моему, классно. Не стоит забывать, что здесь есть также MIDI, который работает через мини-джеки, обычные, как когда-то были в ваших телефонах. Новая мода, никаких этих неудобных 5-пиновых разъемов. Мне нравится, очень классно, можно синхрониться, не знаю, с метрономом барабанщика, и вы с ним не разойдетесь на лайв-концертах. Это очень удобно, и то, что Boss запихнули это во всю новую линейку луперов, даже в маленький RC5, это, конечно, классно.
По-моему, отличный лупер в своей ценовой категории, в своем ценовом сегменте вообще просто огонь. А как он вам? Напишите нам об этом в комментариях внизу под этим роликом. И, конечно же, по пути поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления. Да вы и сами все знаете. До новых встреч! Повторяю, запись дубля. Поехали. Раз, два, три, начали. О, нет, мышку. Поменялся, кажется. Давай. Пишем? Да. Сейчас, я. Вот, давай.